Всем привет, я Марина и с вами школа Сакрамел. Ко мне обратилась девушка вот с такими ногтями. Хотела сделать наращивание, но ее мастер отказался выполнять услугу. Давайте разбираться, правильно ли он сделал. Что вы видите на фото? Ногти ближе к свободному краю имеют красный цвет, черные линии, лопнувшие сосуды. Ноготь отслаивается и отслойка идет выше. На средней видим часть огрубевшего ложа. Факторы, которые говорят нам о том, что был ожог ногтевой пластины. Бывает он двух типов – химический и термический. Химический ожог может появиться от агрессивных моющих средств и домашней работы без перчаток. Также спровоцировать ожог могут базы для гель-лака с высоким содержанием кислоты. Это не обязательно дешевые гель-лаки или некачественные материалы. Есть и дорогие марки, база которых при толстом нанесении на тонкие, ослабленные, перепиленные ногти будут давать такой эффект. Может появиться покраснение кожи, зуд вокруг ногтя, желание почесать. Симптомы могут проявляться не сразу, через 2-3 часа, отслоение ногтя на следующий день. Химический ожог имеет накопительный эффект. Клиент может длительное время покрывать ногти гель-лаком, но в один прекрасный момент он даст о себе знать. Термический ожог ногтевой пластины возникает, если использовать базу, в которой высокое содержание фотоинициаторов, и она сильно жжет при полимеризации в лампе. Особенно, если это высокомощная лампа нового поколения. Если вы видите, что у клиента изначально тонкие ногти, используйте низкотемпературные базы. Не наносите такой толстый выравнивающий слой и используйте пониженный режим мощности на вашей лампе. Предупредите клиента, что ни в коем случае не стоит терпеть жжение, и необходимо достать руку, чтобы процесс соединения молекул приостановился. При термическом ожоге симптомы проявляются сразу. Одно из следствий химического и термического ожога – это анихолизис. Ониха – ноготь и лизис – распад. Распадаются коллагеновые связки между ногтевой пластиной и ложем. Видим пустоту под ноготком, при этом сам ноготь не меняет свою структуру, он не крошится. Также бывает одновременно и химический, и термический ожог, когда один накопился, а другой от температуры. Что же входит в компетенцию мастера-эстетиста? Мастера, который не имеет дела с заболеваниями ногтей и кожи. Убрать свободный край и снизить вероятность механических повреждений. Убрать карманы в избежание присоединения инфекции. Карманы – это идеальное место для размножения микроорганизмов. Произвести гигиенический маникюр и удалить кутикулу. Что нельзя делать? Ковырять ногти, наносить покрытие искусственными материалами, наращивать или протезировать, а также назначать самостоятельное лечение или препараты. Моей модели повезло, отслоения не такие сильные, ведь бывают состояния намного серьезнее. Вы делали у мастера или это был салон красоты? У мастера. А что вы делали? Наращивание или гель-лак? Наращивание, да? А как долго вы делали наращивание? По времени или как? Сколько вот раз коррекцию вы делали? А коррекцию у меня раз в 2 недели. И с какой продолжительностью вы уже носите ногти? В общем, года 2-3. Вот, то есть получается 2 года, и вот только сейчас вы сняли, только сняли Да. ногти, и они у вас начали так отслаиваться. А скажите, во время просушки в лампе вам покрытие жгло? Очень. Но как женщина, естественно, жгу, И буду, потерпим. буду держать, да. И Мы потерпим. Понятно. Так, ну, конечно, да, жжение терпеть нельзя, и, конечно, это могло также спровоцировать отслойки, которые мы сейчас видим на свободном крае. Как углы? Углы начали как, даже не могу объяснить. По бокам То есть по отслаиваться? бокам он отслаиваться начал. Мгм. И на этом ногте первым. А потом уже все остальные, вот это вот безобразие. А вы не ковыряли вот так вот под Нет. ногтями? Никакие там вот Нет, я этого никогда не делала. сковородки чистить? Я всегда это делаю в перчатках. Угу. Даже когда нарощено, естественно. Вот. Не знаю, что служило, но мне кажется, витаминоз какой-то даже. Не знаю. Но это в первый раз у меня в жизни, так у меня не было никогда таких ногтей ужасных. А вообще ногти у вас сами по себе крепкие, да? Хорошие Да, были для были этого? крепкие. Мгм. Так, хорошо. Мы
Сейчас поможем моей модели, выполним преображение и сделаем то, что в компетенции мастера-эстетиста. Сейчас я выполню маникюр с применением безопасной фрезы. Кстати, какие правильные работы вы можете посмотреть в видео. Ссылку на него я оставлю в описании. Придадим форму свободному краю и уберем кармашки. Боковые валики обработаю при помощи алмазной фрезы конус с синей насечкой. Положение форвард на 15-17 тысячах оборотах обрабатываю левый боковой валик. Переключаю направление вращения. Положение реверс обрабатываю правый боковой валик. Кутикулу срезаю при помощи ножничек. Срезы шлифую фрезой шар. На безымянном правильно обрабатываю заусенец. Шариком дохожу до него, прохожу его мимо и работаю после него. Фрезой шар работаю на небольших оборотах, буквально 5-7 тысяч. Долго не задерживаюсь на одном месте, чтобы клиенту не было горячо. Убираю свободный край мягкой пилкой. На тех ногтях, где анихализис и большие карманы, я их уберу алмазным шариком на небольшой скорости. Полную зачистку произойдет уже подолог. Модели даю рекомендацию обратиться к специалисту-подологу для дальнейшего восстановления ногтей. Если ногти выглядят хуже, стали утолщаться, изменили свой цвет на зеленый, коричневый или желтый, то по новому ГОСТу мы вправе отказать в предоставлении услуги. Рекомендуем обратиться к мастеру-подологу, который занимается такими вопросами, либо врачу-дерматологу-микологу. Они помогут правильно взять анализ на различные заболевания, дадут рекомендации и в целом помогут. С появлением гель-лаков, которые быстро полимеризуются, и мощных ламп, к сожалению, мастера стали все чаще сталкиваться с проблемами ожога ногтевой пластины. Соблюдайте меры безопасности, оценивайте исходное состояние ногтей, работайте с умом. Поставьте пальчик вверх, если видео вам понравилось. Пусть ногти ваших клиентов будут всегда здоровыми и красивыми. Всем успехов, пока-пока!